Вы знали, что миру, в котором появился Рудиус, почти 100 тысяч лет? А про целых 3 человека-демонических мировых войны? А ведь могли знать, но все это было вырезано из первого сезона аниме. В этом видео я перескажу краткий таймлайн истории мира, чтобы вы не путались в событиях. Он будет разделен на нелогичную, но общеизвестную бесспойлерную легенду и на то, что было на самом деле. К сожалению, большинство событий рассказывается в новелле Old Dragon's Tale, где нет иллюстраций, а сами персонажи и локации описаны очень схематично. Поэтому мне пришлось использовать всю мощь нейросетей, так что, пожалуйста, не считайте картинки истиной в последней инстанции. А с вами Steel, вы на канале Steel Editing, и вы не представляете, сколько сил я угробил на это видео. Вначале был Бог. Никто не встречал его лично, так что пусть имя ему будет Бог-творец. За свою практически вечную жизнь он был первопричиной множества миров, но у всего бывает конец. Почувствовав, что смерть уже близко, он решил создать идеальный мир, вершину своего творения, и не смог. Мир оказался страшно искажен, не сбалансирован, а еще вверх тормашками. Исправить его сил уже не было. Тогда Бог-творец взялся за следующий мир, и он также не получился. Но Бог-творец не унывал и делал мир за миром, пока не получились 6 миров. Перевернутый мир, населенный могущественными созданиями, мир драконов. Полный клубящихся ядов, населенный крепкими существами, мир демонов. Мир бескрайних лесов и гор, с жителями, которые выживали за счет острых когтей и отточенных чувств, мир зверей, мир полный жителей с жабрами, плавниками и чешуей, мир морей, мир парящих в пустоте камней, с крылатыми существами, свободно рассекающими воздух, мир небес. И, наконец, мир бескрайних лугов и равнин, населенный жителями со слабыми телами, но блестящими умами, мир людей. Каждый из миров был крив по-своему, поэтому Бог-творец соединил их воедино 7-м миром, миром пустоты. Так, больше 100 тысяч лет назад и родился шестигранный мир. Перед смертью Бог-творец отделил от себя 6 частей и отправил их в миры, дабы они поддерживали хрупкий баланс. Так и родились первые боги каждого из миров. Миры драконов и демонов были очень суровыми и быстро отстали в развитии, оставаясь примитивными обществами. И тогда, будучи на переднем крае прогресса, бог людей предложил другим богам ради всеобщего процветания обмениваться своими знаниями и опытом. Каждый из богов научил людей чему-то своему, а взамен бог людей принес в остальные миры разгорающийся огонь цивилизации, письменность, научил общественному порядку и стал негласным лидером среди богов. Ради скрепления дружбы между двумя мирами, бог-дракон взял в жены дочь бога людей Лунарию. И хотя сначала племена драконов недолюбливали девушку, вскоре, узрев ее величественность и терпимость к другим, приняли ее как родную. В одном из путешествий бог-дракон встречает обессиленного и раненого ребенка-полукровку, полудракона, полудемона, принимает его как сына и нарекает его Лапласом. Всеобщее развитие длилось очень долго, но не могло продолжаться вечно. Поэтому между 20 и 10 тысячами лет назад происходит то, что можно назвать войной богов. Начинается она с того, что бог-дракон находит жену в луже крови, обнимающая своего родного сына Орстеда. Неистовый рев бога-дракона разносится по миру драконов и созывается совет с 5 драконами-генералами. Последним на совет приходит и бог людей, который сообщает о том, что остальные боги задумали убить сына сильнейшего из богов, но убили лишь Лунарию. Бог драконов не верит в такое предательство, но приказывает готовиться к войне. Первым пал бог зверей. 3 дня и 3 ночи длилось сражение, но в итоге бог драконов разрывает зверобога пополам, и с его смертью начинается разрушение мира зверей. Следующими пали мир морей и мир небес, вместе со своими богами. На очереди был мир демонов.
Бог-дракон был сильнейшим из всех богов, но многочисленные раны, оставшиеся после сражений с другими богами, давали о себе знать. Эта часть войны длилась не 1000 лет. В конце концов, хромой и слепой на один глаз бог-дракон вышел против бесконечно регенерирующегося бога демонов, и их битва длилась 100 дней, пока не закончилась победой бога драконов. Но драконы-генералы предают своего бога, в результате чего мир драконов гибнет, а Лаплас, оставшийся вторым после бога, уводит драконов в единственный целый мир – мир людей. Так заканчивается война богов. И начинается рекламная интеграция моего Бусти, ведь тамошние подписчики увидели этот и другие ролики намного раньше, а еще там есть уникальный разговорный контент, которого нет на других платформах. Сканируй QR-код или переходи по ссылке в описании. Спасибо тем, кто подписался, а мы продолжаем. Времена между 10 и 8 тысячами лет назад позже назовут эпохой хаоса. Теперь в одном мире живут сразу 6 рас, сбежавшие из своих миров в мир людей. Они бесконечно враждуют, переселяются и смешиваются друг с другом, пока не начинают жить в разных уголках мира. Единственное, что неизменно, так это всеобщая ненависть к драконам, которая превращается в осязаемое массовое проклятие, заставляющее ненавидеть любого драконорожденного. Что еще неизменно, так это то, что люди и демоны так и не смогли ужиться друг с другом. Поэтому около 7000 лет назад мир потрясает первая человеко-демоническая война. География того времени была не похожа на современную. Тогда был лишь один континент, прозванный Великим. Звериная раса ушла в густые чащи, морская в глубины морей. Небесная раса забралась как можно выше, а раса драконов была столь малочисленна и ненавидима, что старалась не показываться другим расам на глаза. Таким образом, на равнинах Великого континента остались только люди и демоны. Конфликт был неизбежен. Войну начала дочь погибшего бога демонов, великая императрица Киширика Киширис, и 5 великих королей демонов, которые повели войска своей расы против людей. Эта война длилась почти 1000 лет, то затихая, то разгораясь вновь, пока герой человечества Арс и 6 его товарищей не положили конец войне, победив всех 5 королей демонов вместе с императрицей Киширикой. Следующие 500 лет люди упивались своей победой. Возомнив себя всесильными, они объявляли войны другим расам, воевали сами с собой и обращали в рабство побежденных демонов. Еще примерно через 500 лет, где-то 5000 лет назад, началась вторая человеко-демоническая война. Киширика была бессмертна, возродилась спустя 1000 лет и подняла угнетенных демонов снова на бой с людьми, дабы отомстить за век унижений. На этот раз она взяла в союзники расу зверей и морскую расу, которые тоже были сыты по горло людьми. Объединенными усилиями раса людей была вытеснена с большинства территорий Великого континента, но люди еще минимум несколько сотен лет пытались защищаться, отказываясь сдаваться. Самая известная легенда о тех временах гласит, что в тяжелый для человечества час появился золотой рыцарь Альдебаран, за свою силу прозванный богом битв, и переламывает ход войны. Он в одиночку разгромил 10-тысячную армию, повергал каждого сильного демона и в итоге лично сошелся в бою с императрицей демонов. Их сражение было настолько грандиозным, что завершающая атака Альдебарана расколола Великий континент пополам, образовав современное море Рингус. Это было примерно 4200 лет назад. На следующие несколько веков, вплоть до 1000 лет до текущих дней, наступило время мира. Люди стали умнее и уже не силой, а при помощи дипломатии постепенно выдавливали демонов со своих земель. Люди сделали так, что ни один демон не мог вступить на центральный континент. Видимо, остальные расы были по горло сыты распрями между людьми и демонами, поэтому способствовали этому, фактически заперев последних в месте, которое затем назовут демонический континент. Он был суров и неприветлив, но демоны смирились со своей участью. Тяжелые условия и обилие маг-зверей, а впоследствии и вспыхнувшая гражданская война,
война привели к угасанию племен демонов, которые резко сократились в численности. Но примерно за 1000 лет до эпохи бронированного короля рождается бог демонов Лаплас. Следующие 500 лет Лаплас развивал свою империю, объединяя разрозненные племена снова в единую расу, делая их жестокими и свирепыми. Примерно в это же время в качестве элитной ударной силы возносится племя суппордов, могучих копейщиков с зелеными волосами, обладающих рубиновым третьим глазом, а военным вождем суппордов становится Руйджер Цупердия. Кроме того, Лаплас снова объединяется со звериной и морской расами и после этого нападает на людей. Так начинается третья человеко-демоническая война, или же война Лапласа. По меркам истории она длилась недолго, всего-то каких-то 100 лет, но была самой интенсивной, кровопролитной и острой среди всех. Основной удар был нанесен с юга, тем самым привлекая войска людей на фронт и собирая в одном месте. После чего Лаплас натравил на земли людей огромных ящеров, которые перекрыли людям путь через многочисленные горы. Затем, ударом с севера, он поверг войска людей и рассеял их по всей территории. После чего пошел в наступление на западные земли. Понимая критическое положение, 7 героев убедили морскую расу снять блокаду и отправились на континент Милис, чье королевство людей еще не было атаковано. Демоны не могли высадить многотысячный десант с моря, как и не могли справиться со святыми рыцарями Милиса. Поэтому во время визита героев на Милис напала раса зверей. Герои не смогли оставаться в стороне, отправились в 7 племен зверей и взяли в заложники детей глав кланов. После чего принудили звериную расу остановиться, а потом и повернуться против Лапласа. Настал день решающего сражения, которое произошло на территории королевства Асура. Оставшиеся силы людей, зверолюди, святые рыцари Милиса и 7 героев выступили против Лапласа. Ценой жизни 4 героев Лаплас был побежден, но не убит. Оставшиеся в живых король драконов Урупен, бог севера Калман I и бронированный король-дракон Перугиус праздновали победу. Однако силы людей были истощены, и продолжать войну, даже с учетом смерти Лапласа, уже не могли. Поэтому они заключили перемирие с одним из королей демонов, который не поддержал Лапласа, и по договору блокада с континента демонов снималась. Демонам дозволялось посещать другие континенты, а самым важным пунктом был запрет на любую дискриминацию по расовому признаку. Перугиус возвращается в королевство Асура как герой, и летоисчисление начинается с года победы над Лапласом. Так начинается эпоха бронированного короля. В итоге он уединяется в своей крепости Разрушитель Хаоса, на которой он еще сражался с Лапласом, и поныне путешествует в ожидании новой реинкарнации бога демонов. 100-й год бронированного короля. Королевство дракона короля набирает силу на юге континента. 200-й год. Королевство Широн объединяется в союз с королевством дракона короля и признает его гегемонию. 373 год. На демоническом континенте в деревне Мигурдов у Ровина и Ракари рождается дочь Рокси Мигурдия. 388 год. В королевстве Асура у знатного рода Нотусов рождается сын Пауло Грейрат. 390 год. В Святом королевстве Милис у местного графа рождается вторая дочь Зенит. 400 год. Молодой Пауло отрекается от фамилии Нотус и сбегает из дома. 401 год. Молодая Рокси Мигурдия поступает в магический университет Раноа. 405 год. В знатной семье Бориасов рождается дочь Эрис Бориас Грейрат. За 2 месяца до в семье простого деревенского охотника рождается дочь Сильфиетта. И, наконец, в 407 году бронированного короля в деревеньке Буэна, региона Фитоа, королевства Асура, перерождается бывший безработный с земли и нарекается Рудиусом Грейратом.
Таков бесспойлерный таймлайн истории сеттинга Mushoku Tensei, собранный по общеизвестным легендам. Далее будут важные дополнения, которые можно узнать только от непосредственных участников событий, которые расскажут, как было на самом деле. Естественно, в этой части будут спойлеры, в том числе и критически важные для сюжета. Итак, вернемся в самое начало. Помимо первых 6 богов, в мире пустоты, никем не замеченным, родилось еще одно существо по имени Хитагами. Неизвестно, в какой момент оно заменило собой бога людей, при этом унаследовав силу, позволяющую заставлять большинство жителей шестигранного мира верить его словам. Именно он и убил Лунарию, спровоцировав уничтожение 4 из 6 миров богом драконов. Лишь после победы над богом демонов бог-дракон узнает от Лапласа, что все это подстроил бог людей. Объявляет о наступлении, но уставшие от битв 4 из 5 генералов-драконов пытаются образумить своего повелителя. Начался бой, в результате которого генералы были побеждены, а Хитагами из-под тишка напал на бога драконов и вырвал из него камень бога, после чего и мир драконов вслед за остальными мирами начинает разрушаться. Умирая, бог-дракон скрывает родного сына Орстеда от взора Хитагами и отправляет на 10 тысяч лет вперед в будущее. Затем нарекает приемного сына Лапласа богом драконов 2-го поколения. Приказывает ему изучить Хитагами, разработать технику для его убийства и передать ее в будущем Орстеду, после чего отправляет его в единственный оставшийся целым мир людей. Сам же бог-дракон отправляется на битву с Хитагами и проигрывает, навеки заточив бога-хитреца в мире пустоты. В эпоху хаоса Лаплас усердно изучает техники и заклинания для победы над Хитагами. При этом сам он не правил драконами, полностью отдавая себя обучению. Он это делал, оставаясь в тени, все ради того, чтобы передать знания Орстеду, кровному сыну первого бога драконов. Вторая человеко-демоническая война также имеет свою тайну. Общеизвестная легенда гласит, что в финальном сражении столкнулись Золотой рыцарь Альдебаран и императрица демонов Киширика. На самом же деле Альдебараном был Лаплас. К тому моменту он уже создал для Орстеда золотые доспехи, которые надел сам, решив вступиться за людей. Он без проблем сеял ужас и смерть демонам и понял, что справится и без них. Когда же он почти победил Киширику, в самый последний момент ему мешает апостол Хитагами, укравший и надевший на себя золотой артефакт. В итоге Лаплас проиграл, и в отчаянной попытке выжить он применяет заклинание реинкарнации, не справляется с невероятным потоком маны и ее вихрь и раскалывает великий континент надвое, а золотые доспехи бога битв исчезают в глубинах океана. В результате заклинания Лаплас теряет память, и его сущность тоже раскалывается надвое. Так появляется бог техники Лаплас и бог демонов Лаплас. Бог техники потерял магическую силу и помнил лишь огромное количество техник, а также то, что он должен их кому-то преподать и передать. От изначального задания первого бога драконов «убить бога людей» он запомнил только слово «бог». Кроме того, именно он и создал рейтинг 7 великих мировых сил. Вторая же сущность звалась богом демонов или богом магии Лапласа. Он сохранил в себе невообразимое количество магических сил и был мастером во всех видах магии. От изначального задания он запомнил 2 слова: «убить людей». Воскреснув, он принялся выполнять этот приказ, развязав войну Лапласа. Когда в завершающем сражении этой войны он встретился с 7 героями, то легко убил 4 из них и мог справиться и с остальными, но победный удар нанес никто иной, как военный вождь суппордов Руиджер Цупердия, который единственный за счет своего 3-го глаза видел слабое место Лапласа. Но уничтожить бога демонов полностью не удалось, и он воскреснет очень скоро в масштабе времен.
На этом мой рассказ подошел к концу. Дайте знать, что еще вы хотите узнать о мире безработного. Пишите свое мнение в комментариях. Не забывайте заходить к нам в Discord, ко мне на Twitch. А на сегодня все. Всем удачи и всем пока.